Это сокровище человечества. Поэтому я говорю, что там, если мир был неинтересно без Христа, без Мухаммеда, без Моисея, без Будды и без других людей. Каждый на своем месте изумруд, рубин, бриллиант, сапфир. Надо это все ценить. Но, к сожалению, иногда вот разделение мыслей, разделение разные там точки зрения создает конфликты, создает войны. Вопрос очень на самом деле простой. Как вы определяете, чем? Душой, логикой или какими-то другими методами, что вот да, вот это возможно сбудется? Как происходит понимание, что вот те образы, которые вы видите о будущем, их можно озвучить людям? Мне сложно это объяснить. Вот я, конечно, задаю вам вопрос, а как вы видите сон? Вы не можете мне объяснить, как это вы видите. Просто сплю и начинаю видеть сны. Там на самом деле разговариваем, слышим, Чувствуем. боимся, радуемся. Даже есть люди во сне, и даже интимные отношения бывают у них. Видите как? А на самом деле спит, тело стоит на месте. И как это все происходит тогда? Как это мы видим? От нас не зависит. Это мы с вами, знаете, сейчас, по-моему, в разговоре вывели эту формулу, как определить, кто настоящий, а кто нет. Мгм. Там, где про деньги, там настоящего-то нету. Согласен. Но опять я говорю, что есть определенные люди, да, которые, я читал даже в истории, что взяли камни из реки, открыли и превратился на золото, и отдали бедным. Были такие святые. Даже Всевышний так делал, что там даже камни превратились на золото. А ему это не нужен. Не нужен. То есть, когда мы читаем «Сниму порчу за 5000 рублей», это нас уже как минимум пытаются обмануть. Немножко спорный вопрос. Вот так скажу, да, до христианства была ли порча? Конечно, возможно, многие духовенства там скажут, там вообще верить порчам, колдовством — это суеверие, а это не так. Это не так, потому что мы, когда читаем Новый Завет, даже Ветхий Завет, да, вне Бога еще есть демоны, еще есть сатана, еще есть дьявол. А какая их обязанность? Что они должны делать? Они может навредить на людей? Конечно, может. Искушение. Навредить может, внушать может что-то плохое. А что касается точки зрения науки, найти дьявола, демона и сатаны, это ангелов, это тоже немножко спорный вопрос. Поэтому антирелигии стоит уже атеизм, что ничего нету. Наука говорит, нету никакой демон, нету никакой сатана, нету никакие там дьяволы. Тогда точка зрения науки, мы не должны ничего не верить. Ни ислам, ни иудаизм, ни христианство, ни буддизм, ничего. Потому что научных подтверждений нету. Но мы же верим. Мы же верим. И поэтому то, что вот этот, вы говорите, да, что точка зрения религии, порча, проклятие, сглаз, они существуют. Лично на свое имя я на это верю. Я на это верю. И оно есть. Но, опять я говорю, до христианства, до ислама, до иудаизма все равно были люди, которые они занимались народным культом. Это, я не буду назвать, да, это порча, колдовство, что-то, но все равно они к каким-то силам обращались, хотели кому-то навредить, хотели кому-то помочь, да. А тогда тоже они снимали, тогда они тоже чем-то занимались, вот именно с духом общались, там, убрали порчу, там, изгоняло бесы, там, злых духов назвали, злые духи. То, что касается те времена, тогда не было ислама. А кому они верили? До Христа тоже кому-то верили.
до пророка Моисея тоже они верили кому-то, вот все народ, там, их разные культуры. Надо изучать истории Месопотамии, истории шумеров. Они тоже верили в колдовство, порчу, там, злых духов, добрые духи, там, изгоняли, беси, там, кому-то навредили, кому-то там помогли. Это же культ, это же история, это же древнейшество, Египет, вот пирамиды, то же самое. Древняя Индия, древний Китай, древние славяне. А это культурологию мы, когда изучаем, мы видим истину. Наши предки никогда не ошибались. Никогда. Вы представляете, да, что разные травы есть, лечебные, да? Они именно на целебные травы, наши предки, не ошибались без лаборатории, без микроскопов, без ничего. Вы думаете, что они насчет колдовства и магии ошибались? Неправильно поступили? Зря верили, глупые были? Нет, конечно. Нет. И поэтому вот эту культурологию надо ценить, надо изучать, надо сохранить, надо передать дальнейшим нашим поколениям, что я мусульманин, моя вера ислам. Но я верю, огнепоклонство тоже. И ценю, как культурные ценности. Культурные ценности. И я знаю, что там хотя исламом противоречит огнепоклонство, но я знаю, что там тоже своя правда есть. Но мошенники тоже много в этом сфере, повсюду. Они повсюду. Мы должны индивидуальный подход найти, точечно. Вот. Когда была пандемия коронавируса, особенно Лукашенко сказал, что мы точечно убираем все, вот где пандемия, закрываем, лечим, и все, потом на свободу. Так и на самом деле получилось. Вот то, что сказал Лукашенко насчет коронавируса, да, повсюду, всему миру, ВОЗ даже угрожал Беларуси, что надо в масках ходить, вы не соблюдаете наши правила, там, то есть ВОЗа. А Лукашенко сказал, после коронавируса я вам скажу всю правду. И сказал. Никаких ограничений не было в Беларуси, все работали. Видите? А запрет что привело? Кризис экономический. Вот, который там везде ограничили. Из дома нельзя выйти, дома сидите, не работаете, удаленно. Какой хаос был, вы это видели. И поэтому всегда запрет создает вот такие проблемы, как времена пандемии. А в Беларуси мы, наоборот, видели, что нет, Лукашенко был прав. Это пример. Мы вот сами говорили вот буквально несколько минут назад, что очень часто вот начинают делать предсказания там, от лица Ванги, от вашего лица, от лица других людей, которые обладают знаниями. На самом деле это же, мне кажется, банальная манипуляция большим общественным мнением не для того, чтобы что-то получить. А вот давайте с вами представим, если от лица человека, которому люди верят, доверяют, уважают, начать транслировать некую информацию, которая кому-то выгодна. Вот, грубо говоря, мы сейчас скажем, что вот произойдут какие-то деструктивные события в таком-то месяце. Вот может, мы сейчас переходим со стороны науки в сторону метафизики, может ли вот это вот коллективное сознание людей, которые в это поверили благодаря авторитету, действительно способствовать реализации этого события? Да. Неправда. Нет, не может быть. На самом деле, вот как это все происходит, да? Почему, начало вопрос задаем, почему они это делают? Поддельные предсказания. Им надо внимание тянуть к себе. А внимание это что такое? Подписчики. А подписчики это что? Деньги. И что бы ни было, всегда люди знаменитые, у кого есть публичная там вид деятельности, да, они больше всего используют их имена. Что вот Ванга предсказала, вот Нострадамус, вот Жирновский, вот Зирадин Мазаев. Но это только ради того, чтобы людям что-то было интереснее. Что люди посмотрели, пришли подписчики, и они зарабатывали средства. Вот. А что касается именно коллективное внимание, оно частично есть, я верю на это тоже. Но вы понимаете, там, что когда Моисей был против
Египта, фараона, да, все коллективное вот их внимание никакие роли не играло против Моисея. Он был один или со своим братом. А власть фараона, целая армия была против фараона, Моисея. Вот это коллективное внимание, коллективная вера, коллективная вот эта сила не смогли побеждать одного пастуха Моисея. Так же с Христами было. И поэтому духовная сила надо. А пусть весь мир будет против меня, моя вера мне достаточно. Опять я говорю, я не религиозный человек, потому что я всегда говорю, все религии внутри меня. Я не буду ограничивать себя с каким-то там узким в рамках религии, что вот это мое. Все религии внутри меня. Я образованный человек, там, я знаю, вот, что мир был скучно без Христа. История человечества. Без Мухаммеда, без Моисея, без Будды. Хотя они друг друга не признают. А я их всех признаю. Потому что их философия, их учение, их образ жизни, да, где-то есть поддельная история, где-то есть придуманная история, где-то есть лжи, где-то мы, когда читаем вот священные книги разные, да, не могу усваивать. Не может быть такого, чтобы это сказал пророк Мухаммед, Иисус или Моисей. Вот. Но все равно я беру из этих сокровищ самые лучшие для себя. И поэтому я говорю, что это все религии внутри меня. Я не верю, что Моисей сказал, что еврейский народ самый лучший, остальные все бараны. Я не верю, что тоже Иисус сам и сказал, как в Библии написано было, да, что там Иисуса подошла женщина, она была язычница. Она говорит: пожалуйста, помоги, моя дочка болеет. А Иисус сказал: дайте детям насытиться с хлебью, иначе некрасиво хлеб детей отдавать псам. То есть Иисус назвал женщину псам. А я на это не верю. Не может быть. Конечно, разные и религиозные, католические, православные точки зрения, вот это духовенство, они скажут разные версии. Там, Иисус испытал ее, проверял ее веру, там, или там те времена назвали женщинам-язычникам псы. Но сейчас даже мы знаем, что нельзя людей назвать негром, да, это оскорбление. И мы это не называем, хотя их называют, их в наши времена называют негром. Мы же не говорим, что негр, это оскорбление будет. Даже те времена назвали, если язычникам псы, а Иисус бы так не назвал. Не назвал. Или не испытал Иисус женщину, именно язычницу. А почему другие не испытал Иисус, а именно ей сказал, что дайте детям насытиться, иначе нехорошо хлеб детям отдавать псам. А она Иисусу сказала, что когда падает хлеб, когда дети кушают, да, под стол, иногда даже щенки кушают. Из-за этого Иисус сказал, что я вылечил твоей дочке, езжай домой, и она вылечилась. То есть, как вы считаете себе вот этот строчек? Или от имени пророка Мухаммеда я читал в Фейсбуке, который признан экстремистской организацией социальной сети Верховным судом России. Там написано было, что пророк сказал: где видите собаки, убивайте. А потом он сказал: где видите черные собаки, надо убивать. Логика нету. Как может посланник Бога, Аллаха, сказать, что убивайте собаки? Призывать к убийству. Потом черные собаки. Это глупости. Убейте меня, не верю. Также про Моисея, да, что еврейский народ самый лучший, а остальные все мусоры. Поэтому, но мне нравится и учение Моисея, Иисуса, пророка Мухаммеда, Будды. Почему же нет? Надо взять самое лучшее. Если ты на самом деле интеллигент, если ты на самом деле личность, образованный, и не в узких рамках смотришь что-то. Я мусульманин, остальные религии не признаю. Это дебилизм. Это наоборот, ты сам себя оскорбляешь, ты сам себя снижаешь еще на низкий уровень. Ну, веру всегда надо сохранить. Что вера. Не важно быть религиозным, важно быть верующим, чтобы у тебя вот здесь был свет.
Я за это. Я все-таки попытаюсь еще вам этот вопрос задать. Мне действительно это интересно, потому что, наверное, это интересно каждому человеку, который занимается изучением внутренних собственных пространств. Я вот посмотрел ваш сайт, там, наверное, около 2 десятков основных предсказаний. Вопрос очень на самом деле простой. Как вы определяете, чем? Душой, логикой или какими-то другими методами, что вот да, вот это возможно сбудется? Как происходит понимание, что вот те образы, которые вы видите о будущем, их можно озвучить людям? Я вам скажу так. Видение, точка зрения психиатрии и психологии – это шизофрения, галлюцинация. Но есть люди, которые между сном, между реальным жизнью остаются. Мне сложно это объяснить. Вот я, конечно, задаю вам вопрос, а как вы видите сон? Вы не можете мне объяснить, как это вы видите. Просто сплю и начинаю видеть сны. Там на самом деле разговариваем, слышим. Чувствуем, Боимся, радуемся. Даже есть люди во сне, и даже интимные отношения бывают у них. Видите как? А на самом деле спит, тело стоит на месте. И как это все происходит тогда? Как это мы видим? От нас не зависит. Мы не вызываем сон. То же самое, когда я не сплю, я вижу сон. Я не сплю, я вижу сон. Прямо так же, как во сне. Но как это все происходит, я это не могу объяснить, к сожалению. Не могу. Вот просто там стою, попадаю в транс, и трансовое состояние тоже это наука, это в психологии есть, и медитация, и другие учения. Трансперсональная психология даже как-то частично объясняет. Даже, Станислав Гроф, по-моему, да? Вот. Даже Зигмунд Фрейд тоже каким-то научным, точкой зрения науки, психиатрии, психологии объяснил сновидение. Да? Но он сказал, что это никакие вещи сны, это совпадение. Ну, у него же там основная его теория была, что это связано с самой большей частью снов, это внешнее возбуждение, которое сознание начинает транслировать. В деформированном виде мы видим во сне, там реальный вид деформируется, и мы видим это во сне. Но это не так. Это не так. Вот если мы задаем вопросы всем нашим зрителям, да, что у кого-то были вещи сны, поверьте мне, там минимум 10% скажет, да, мы видели и так и сбылись. Поэтому так и происходит у меня. Ну, да, действительно, сейчас у нас в комментариях любой желающий, кто не побоится раскрыть свою маленькую тайну, расскажите, были ли у вас действительно те сны, которые потом вот в реальности имели физическое уже, не ментальное. Я вам раскрою один секрет, семейный секрет моего друга Стас Пьехи. А вы знаете, что он сказал, его мама, когда мы сидели втроем, да, Илона, она рассказала, что когда у нее бабушка умерла, она уже умирает, не в себе. И она начала разговаривать с каким-то мужиком. Именами, отчествами. Говорит Андрей Петрович. Андрей Петрович. Это примерное имя, я сам придумал. Но она конкретно называет имя, отчество. А дедушка говорит, это был ее любовник. Наверное, она любовником разговаривает, но перед смертью она просто не в себе. И потом, когда похоронили ее, они видели, что эти имена и отчества – соседняя могила ее. Вот это мне рассказал Стас Пьеха и ее мама. Как вам такое? И с какой наукой можно это объяснить? Ну, это удивительно, потому что на самом деле всегда ученые, какой бы ты ученый человек ни был, ты всегда в течение жизни хоть один раз переживаешь какой-то, как это называется, мистический опыт, и пытаешься в себе разобраться. Я вот помню прекрасно, была такая великолепная книга, называлась просто «Парапсихология».
Дубров и Пушкин, два ученых, написали. Наверное, даже вы видели ее. Вот в 90-м году она вышла. Которая синяя обложка была, да, по-моему? Она такая... Глаза там еще нарисованы. Нет, она такая маленькая, тоненькая книжка, страниц на 200, в мягкой корочке, желто-черная. И там вот как раз весь опыт советской парапсихологии был. Ну, естественно, там и Кулагина, и Джуна, и все наши вот эти вот известные сенсы, как сейчас называют. Правильно вы сказали, в Америке это вот был в Калифорнийском университете, кафедру парапсихологии Джеффри Мишлов открыл вот это все. Раймонд Моуди, он тоже Раймонд всемирный Моуди, мистик и психиатр. То есть, на самом деле, наука пытается все это познавать. И мне кажется, на самом деле, то, что сейчас отрицают, это не потому, что в это не верят, а потому что методов пока нету. Нету приборов. А как вот прибор душа? У тебя есть прибор душа, но как ты им что-то измеришь? Я же говорю, даже с точки зрения науки доказать ангелов, демонов тоже невозможно. А это у всех религий есть. Что вы предлагаете? Да ничего тут не сделаешь. Как это отрицать? Это невозможно ни отрицать, ни подтвердить. Это вот или верить, или осознавать получается. Зирадин, есть какая-нибудь методика такая вот, я, наверное, сейчас банально спрошу, но опять же, мне кажется, интересно будет определить, а можешь ли ты что-то видеть, предсказывать? Грубо говоря, есть ли тест на экстрасенсорность какой-нибудь? В каком плане? Но вот может ли человек определить сам в себе, есть ли у него какие-то способности к предвидению, к предсказанию, в первую очередь для самого себя любимого, чтобы жизнь себе облегчить каким-то образом? Не знаю. Это или дано, или не дано. А какой-то метод, какие-то методы. Вот я вам скажу, да, что поэзия. И даже по телефону, когда мы разговаривали с вами, то же самое сказал, да, что поэзия, оно или тебе дано, или не дано. Ты не можешь быть по желаниям, по образованиям Пушкиным, Есениным, Лермонтовым, Лев Толстой, даже писатели, да, которые чудо творили. А сейчас тоже есть писатели. Один не похож на другого. Булгаков. Не похожи они друг друга. У них разный жанр. Даже если одинаковый жанр в сфере творчества, да, все равно они не похожи. Гоголь. И такие люди, я хочу, чтобы мой ребенок был поэтом. Ты можешь много чего хотеть. Это или дано, или не дано. Да, все могут написать стихи. И сейчас есть поэты, которые пишут стихи. Пусть попробует кто-то написать, как Пушкин. Не получится. Ему дано было это. А что, Пушкин закончил факультет литературы, факультет поэзии? Он кто был? Сейчас академики в сфере литературы там, и лингвистики, они не могут быть как Пушкин. Видите, или дано, или не дано. А то, что написать стихи какие-то, да, все может. И поэтому вот про методику, да, наверное, кто-то как-то может видеть будущее, там, почувствовать что-то, но не все может быть вольфмейстингом, не все может быть как Ванга. Не может быть такого. Или дано, или не дано. И все. В принципе, даже термин у нас такой есть, который мы все знаем, но забыли. Дар Божий. Его просто воспринимают как какую-то шутку. Ой, дар Божий. А ведь, наверное, за этим действительно стоит очень глубокий философский смысл. Я вам скажу так. Даже Серафим Саровский, да, или Сергей Радонежский, они жили в лесу. Они тоже боролись со своими желаниями, задушили все свои желания. Но такие люди были много. Но среди всех, кто жил в лесу один, молился, верующие были, куча монахов. И сейчас здесь даже там живут один в лесу. Не все может быть Серафим Саровский. Не все может быть Сергей Радонежский. Не получается у них. Сколько у нас есть разные это духовенство, батюшки. Видите? Но из них иногда бывает 1, 2, 3. А это между интервалами 200-300 лет. Вот так же все. Это сокровище. Это сокровище человечества. Поэтому я говорю, что если мир был неинтересно без Христа, без Мухаммеда, без Моисея, без Будды и без других людей.
Каждый на своем месте изумруд, рубин, бриллиант, сапфир. Надо это все ценить. Но, к сожалению, иногда вот разделение мыслей, разделение разные там точки зрения создает конфликты, создает войны. Ради денег, ради власти, ради своего эго. Что я лучше, мой народ лучше, чем ваш народ лучше, чем этих. Вот. Из-за этого идет уже Божий сатанизм, я бы так назвал, что во имя Христа сколько людей убили в средневековой инквизиции. Это не было сатанизм разве? Конечно, было. Заживо невинных женщин подожгли сотни, обвинили за колдовство ведьмы, убили, забрали ее участок, дом. Это не я говорю, это история, это документировано. А Ирак, Сирия, мусульмане во имя Аллаха, сколько голов там отрезали. Это не во имя ислама, не сатанизм. Разве это не грех? Видите, о чем идет речь-то там? Поэтому вот надо иметь в своей голову образование, знания, культуру, личность, чтобы ты все это понимал. Ты оценил все культуру. Но, к сожалению, не все это понимают. Зирадин, давайте немножко в прошлое вернемся. Вопрос такой личный, можете не отвечать, если не захотите. А был какой-то момент, или в детстве, или уже в более зрелом возрасте, когда вы поняли, что то, что вы видите, происходит? Это сразу вы так родились, или это проявилось со временем? Вот состояние предсказания. Сразу, да. Я был маленький, у меня мама во времена советской власти, она работала в Дом культуры. Назывался Дом учителей. Там учили молодежам шить одежду для куклы, а потом для взрослых. Там были как музыкальная школа, гармон, пианино там и разные вот этот. Там была бухгалтерия в этом организации. Я до сих пор помню запах вот этой бумаги, старой книги. Машинка была, которую вот чик-чик-чик-чик написали. И там коллектив мамы всегда... Я был маленький, вот такой, не знаю, сколько мне там, первый класс, второй, третий. Всегда девушки спрашивают там, Зирадин, скажи, когда мы выйдем замуж? А я не знал даже, что я говорю там весной, осень, зимой, и так и было все. И вот я когда родился, мое имя сказали маму во сне, когда она была беременная на меня. Имя сказали маму во сне. И мой кум, то есть как крестный отец по мусульманскому традиции, он сам во сне пришел к маму, сказал, я буду крестным отцом Зирадина. Дважды ей сказали мое имя во сне. А она хотела мне назвать Узеиром. Узеир. Это один из имена пророков, признанных всему. Вот. Но мне называли Зирадин. А это арабское имя. Поэтому, да, я помню, что с детства это было у меня, да. Я вот помню тоже, интересные истории разные в жизни были. Когда начинаешь вот свои какие-то внутренние способности проявлять вовне, через некоторое время начинаешь осознавать некую ответственность. Вот есть такое вот состояние ответственности, когда ты перешел грань личного, то есть, друзьям еще что-то вот рассказал, сбывается, люди начинают, и когда ты переходишь вот в это общественное поле, потому что в данном случае у тебя появляется огромное количество и врагов, и друзей, и тех, кому это действительно нужно. Вот как с этим грузом, Зирадин? Очень тяжело, очень тяжело. Вы понимаете, о чем идет речь-то, что я по образованию психолог, философ, учитель первого класса. То есть педагогика, методика начального класса, ваши коллеги. Да, мы, кстати, коллеги, да. Да. Но я горжусь, что я учитель. Потому что самое высшее название, это звание, это учитель.
Даже Иисуса обращались к учителям, его апостолы, и даже народ. Любой человек, даже наш президент Владимир Путин, Владимирович, да, я вижу, как он ценит своего учителя. И все знают, что кто ее учитель. Это женщина, которая дама, он всегда цветы дарит, поздравления отправляет ему, встречается с ней. Потому что даже вот самое высшее звание — это учитель. Не бывает еще высшее звание. Он выше, чем короля. Это звание. Но, как вы мне сказали, да, я психолог по образованию, философ, но это мне тяжело, что, к сожалению, экстрасенсорный мир, эзотерический мир всегда идет параллельно мошенничеству. А когда ты еще один зарабатывал доверие людей, обществу, даже государству, ты несешь с собой огромную ответственность, и ты один воюешь против всех. И против закона, и против лжеэкстрасенсов, мошенников и шарлатанов. Конечно, тяжело. А в итоге тебя еще в один ряд с теми ставят, кто действительно безобразничает. К сожалению, да. Знаете, мы с вами и про закон поговорили, и вот про состояние. Мне, знаете, напоминает книгу монахов Шпренгера и Энститериса «Молот ведьм». Может, помните, такая книга была? Да. То ли 15, то ли 16 век, не суть, в те времена. Ну, вот там как раз первая часть — это как определять, кто есть ведьма, кто есть ведьмак, а потом, как их, понимаешь, пытать и убивать. Вот у нас очень похожее сейчас происходит. Воду бросили, их там держали на воде. Да, если не всплывет, то ведьма, если всплывет, то ведьма, если утонет, то не ведьма. Да. То есть в любом случае, что называется, до свидания будет. И кроме того, у каждого организма своя там сила, да, что кто-то может выдержать эту ситуацию там меньше, кто-то больше. Это зависит от здоровья, от состояния легких, там, насколько они здоровы, от иммунитета. А в те времена не было никаких лабораторий, всех в одну погреб. Но это был метод в кавычках. Ну, сейчас очень похоже, без разбора. К сожалению. На самом деле, в нашей беседе мы уже об этом немножко так сказали. Мы все забываем, что есть такое понятие искра Божья на самом деле. Мы забываем то, что мы живем в двух мирах. Это материальном, это наши мысли, сознание, это наша логика, и духовным то, что мы называем вера, предчувствие, предстояние. И вот эти вот две ипостаси, материальная и духовная, надо все-таки понимать, что неразрывно, и держать все время в себе. Тогда, мне кажется, и будет проще осознавать вот состояние вот предсказания, экстрасенсорности, то, что вызывает у многих скепсис и непонимание. Надо все-таки, мне кажется, вот это ловить себе, пытаться этой искрой Божией достичь. Понятно, это как бы, даже как дар Божий будет не у всех, но это важно. Угу. Я полностью согласен с вами. Дорогие друзья, задавайте вопросы. Я очень надеюсь, что мы с Зирадином еще найдем время. С удовольствием. И самое главное, опять, чтобы не слушать, что кто-то там пишет в дзенах. Даже мы готовимся после передачи еще раз увидеться, просто по-дружески пообщаться, разговаривать, потому что мой друг, знакомый Николай Субботин очень интересный, достаточно очень образованный личность, и с ним мне безумно интересно. Он на самом деле глубоко философствует, у него огромный архив материалов советской власти, там, даже про немцев, которые они как занимались паранормальным явлением. И, конечно, увидимся еще вне съемки и еще на съемке. И самое главное, друзья мои, обязательно заходите на официальный сайт zerodin.ru, ссылочка будет в описании, чтобы именно там прочитать, что на самом деле говорит Зирадин, а не читать какие-то странные сообщения в непонятных социальных сетях. Да, и телеграм-канал. Основные у меня все предсказания, которые я предсказываю, там, личная жизнь и разные съемки, статьи. Вот ваша ссылка будет у меня в телеграм-канале.
Спасибо. И до новых Спасибо, что встреч. пригласили. До свидания.